Куда поехать в Беларуси? Этот вопрос возникал, думаю, у каждого хоть раз. И почему бы в конце концов не попутешествовать у себя? Сегодня мы съездим в окрестности Гродно. Я покажу вам католический костел святых Петра и Павла в Гоже, построенный в 1862 году. Мы посмотрим уникальный деревянный костел святого Иуды Фадея, заново отстроенный в 1919. Но это скорее пища духовная, а помимо нее я покажу вам два родника на территории Гродненского района. Они находятся как раз по пути нашего путешествия и называются родники Элизы Ожешко и Райгород. Так что будете путешествовать, не забудьте прихватить пустую тару, ведь вода там минерализированная и лечебная. Этим видео я открою цикл путешествий по нашей стране. Начнем поближе, а там кто знает, куда меня занесет. Ну что, поехали! Беларусь – страна лесов и полей. Это замечает, пожалуй, каждый путешественник, посетивший нашу страну. Вдоль аккуратных и ровных дорог, бескрайние поля и леса, и очень чисто. Это, наверное, уже наш белорусский менталитет. Помню свое путешествие в одну из европейских стран, мне надо было выбросить бумажку от мороженого, а мусорки не было. И хотя народ выбрасывал мусор просто под ноги, у меня не поднялась рука. Так я и протаскала эту бумажку с собой до отеля. Но не умеем мы мусорить. Так что про то, что белорусы такие, это правда. Як кажуть по-белоруску, чистая правдочка. А мы с вами едем в нашу первую локацию, это агрогородок Гожа. До 1785 года название было короче – Ожа. И находится оно в 15 километрах от города Гродно, является одним из самых старых поселений Гродненщины. В 1241 году здесь уже было довольно крупное село, разоренное татарским нашествием, а в конце XIV века Ожа принадлежала великому князю Витовту. Население было около 1000 человек. В результате третьего раздела Речи Посполитой в 1795 Ожа оказалась в составе Российской империи в Гродненском уезде, и после нескольких смен собственников в 1787 имение купил Юлиан Сильвестрович. А вот и цель нашего первого путешествия – это каменный храм апостолов Петра и Павла. Он выстроен здесь в 1862 году на месте прежнего деревянного. И владелец поместья Станислав Сильвестрович был активным участником восстания 1863 года. И после подавления восстания он был арестован и приговорен к каторге. А имение Гожа перешло в государственную казну. В Первую мировую войну деревня сильно пострадала от обстрелов кайзеровских войск, однако костел уцелел. Строительство костела святых апостолов Петра и Павла было начато в 1862 году, а закончено через 7 лет. Построен он в стиле неоготика и включен в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Костел не закрывался даже в годы советской власти. Правда, этот храм горел один раз во время Второй мировой войны, а совсем недавно, в августе 2018 года, тогда в одну из башен попала молния. И в парафии готовились к празднованию 150-летия костела, а пришлось разгребать пожарище. Самое удивительное, вот бывают же в жизни совпадения, что я видела в 2018-м, как горел этот костел. Я проезжала мимо, остановилась тогда, помню, посмотреть, но тогда я еще не была блогером. Вот такие казусные истории случаются в жизни, которые потом имеют какое-то продолжение. Интересно, правда? И в интернете нашла информацию, что 10 лет назад при костеле местный ксёндз создал музей, в котором собрал множество экспонатов. От каменного топора, найденного в этих местах, до монет и каких-то старинных артефактов. Можете погуглить и найдете много ссылок на этот музей. Очень интересно, на самом деле. Поэтому я хотела вставить музей в это видео. Но стало понятно, что видео тогда будет больше часа. Так что ждите вторую часть. Обязательно сниму и покажу вам много интересного. А отсюда мы с вами двигаемся дальше и направляемся в сторону литовской границы. Так что совет туристам и путешественникам иметь с собой документы, права либо паспорт, потому что приграничная зона и возможен контроль. А мы едем в Привалку. И это еще 20 километров от Гожи. Где-то от Гродно около 37 километров. Деревня Привалка является самым низко расположенным населенным пунктом Беларуси – 80 метров над уровнем моря.
Ее название указывает то ли на расположение деревни Увала, то ли возле провалившегося под землю легендарного города Райгород. По легенде, здесь в древности находился большой город, и жители которого вели неправедный образ жизни. За грехи тяжкие его обитателей город был поглощен землей, и на его месте образовалась гигантская впадина. Каждый вечер в этом месте раздается колокольный звон. Жители города просят о прощении их. Именно эта легенда и вдохновила в свое время литовского художника Чурлёниса, который жил неподалеку в Друзгениках и любил бывать в этих удивительных местах. Его известная картина «Райгород», вот она, посвящена именно окрестностям Привалки. И еще, наверное, все гродненцы знают, что переход с литовской границы и так и называется у литовцев «Райгардас». В литовском языке вообще особенность вставлять букву «с» в окончании, например, «лабас вакарас» – «добрый вечер», или Гродно у них называется «Гординас». А вот здесь, напротив будущей стоянки для фур, которая строится здесь, большой терминал, будет большая стоянка, нужно повернуть налево. И пока подъезжаем к этому известному деревянному костелу, расскажу еще немного информации. Деревянная католическая часовня здесь действовала уже в 16 столетии, но в 1609 году она становится костелом Гожской парафии. В 1766 году Привалка является частным владением князей Огинских. Один из них, Франтишек, кстати, первый владелец Привалок, отремонтировал костел и приобрел для него новое литургическое облачение, а на костельную башню водрузил колокол. В 1792 году, во время правления Станислава Августа Понятовского, деревня получила магдебургское право. В 1866 костел решением властей был закрыт за участие прихода в восстании Калиновского в 1863 году, и парафия была ликвидирована, а в 1913 храм сгорел. И уже в 1918 силами и на средства прихожан он был восстановлен, и его освящение состоялось 16 августа 1920 года под титулом Пресвятой Девы Марии Кармельской и святых Симеона и Фадея. И вот этот храм уже показывается. Интересный, очень большой, величественный, то есть для маленькой Привалки даже необычно большое их строение. Но я расскажу позже, почему и как так получилось. Последний священник костела, отец Антоний, прибыл в Привалку 15 мая 1937 года. Во время Второй мировой войны был арестован немцами, и дальнейшая судьба его неизвестна. С того времени в приходе не было постоянного священника, и в 1962 году советские власти костел закрыли. В советские годы костел находился в очень запущенном состоянии, и во время бури на святыню даже упало дерево, значительно повредив внутреннее убранство. И уже 29 октября 1994 года на праздник покровителя костела храм осветили под титулом святого Иуды Фаддея. Так он сейчас называется, если посмотрите в интернете. Как рассказали жители Привалки, местный ксёндз, к сожалению, умер около полугода назад. И по рассказам прихожан был большой энтузиаст и очень много сделал для костела. Приобрел красивые бронзовые люстры, мы с вами их еще увидим. Был заказан орган, который хотели установить на втором этаже. И что теперь будет со всеми этими планами относительно развития и реставрации костела в связи с кончиной ксёндза, пока неизвестно. Но, конечно, очень печалит местных жителей этот факт. В 1944 году, согласно официальных документов, население Привалок насчитывало около 1400 человек. Ну а сейчас местные говорят, что тут мало кто остался, жилье выкупают и приезжают уже городские жители. У них Привалка вроде как летняя дача. И на службе по выходным бывает от силы около 50 человек. У входа в костел стоят 2 якоря. Просто для красоты, как рассказали местные жители. Рядом Неман, была пристань, и тогда еще было развито судоходство. Вот якори и остались, а после за ненадобностью на пристани перевезли сюда.
А сейчас мы войдем внутрь, и я покажу вам внутреннее убранство. То есть внутри он тоже полностью деревянный, производит интересное впечатление. Вы знаете, когда не каменные колонны, а дерево, там даже воздух другой, как-то по-другому дышится. И вот это вот пространство, очень высокий потолок, наверное, больше 10 метров. Красивые вот эти вот люстры. Сейчас мы зажгем свет, все увидите. Есть и красивая чудотворная икона, а вот здесь справа у алтаря стоит фотография ксенза. Ну, в память о нем местные жители очень его любили. Интерьер зала перекрыт деревянным потолком, плоским вдоль боковых стен и полуцилиндрическим в центре. Стены всех трех алтарей в стиле необарокко оптически расписаны. И в первом ярусе главного алтаря изображена Богоматерь с младенцем Иисусом, а дальше уже святые, ну и сцены Преображения Господня. Здесь у входа в храм есть лестница на второй этаж, где должен был располагаться орган. Ну а что будет теперь с этими планами, непонятно. Вот такое убранство внутри. Интересно, правда? Но если это было путешествие для души, то сейчас я покажу вам то, что можно, как говорится, потрогать руками. В деревне Привалка находится древний родник. Его, как и костел, часто посещала польская писательница Лиза Ожешко и литовский художник и композитор Миколоюс Чурлёнис. Так что ничего удивительного в том, что родник назван именем писательницы, нет. Между прочим, деревянный указатель к роднику сделан гродненским художником и резчиком по дереву Николаем Скляром. И здесь тоже какое-то мистическое для меня совпадение. Николай Скляр, мой бывший сосед. Когда-то я жила на Курчатова 44, и у меня дома даже есть его картина в акварельной технике. Но вернемся к роднику. Вода здесь ледяная и не замерзает в самые сильные морозы. Подтверждаю лично, так как езжу сюда за водой уже лет 10. Пару лет назад, в 2022 году, этот родник был благоустроен, появились скамейки, беседки, деревянная фигура Элизы Ожешко с кружечкой воды и книгой в руках, была благоустроенная каменная дорожка и привели в порядок сам родник. Вода здесь лечебная, минерализированная, прошла клинические испытания и получила официальное подтверждение качества и целебных свойств. В 2021 году информация о природных источниках вошла в книгу «Родники Беларуси», в том числе и этот родник. И вот этот родник, он источник с 17-18 века здесь. Вода в нем помогает от желудочно-кишечных заболеваний, ну а ночью родники спят, поэтому набирать воду нужно утром до восхода солнца. Тогда она лучше сохраняет свои целебные свойства. И в стеклянной таре может храниться до 15 дней, а в пластике 10, не теряя своих свойств. В соседнем Друзгинкае на родниковой воде выстроен целый туристический бизнес и бренд. Попить целебной воды за деньги приезжают в лечебницы Друзгинкая туристы со всего мира. Думаю, что многие гродненцы это знают, потому что сами не раз там бывали. А у нас все бесплатно, пожалуйста, бери не хочу. За много лет кипячения этой воды в чайнике у меня даже нет накипи, и заливаю ее также в кофемашину, и не нужны никакие фильтры, так что рекомендую. И рядом расположен еще один родник под названием Райгород. Он также получил официальное подтверждение качества и целебных свойств от желудочных заболеваний и вошел в книгу «Родники Беларуси». Но, к сожалению, не так благоустроен, как родник Элизы Ожешко. Ну, может быть, это просто дело времени. Да и построенное в свое время в центре природоохранной зоны здание немножко подпортило вид. Но пользуется большой популярностью. Снять видео без людей никак не удавалось. Уезжают одни, приезжают другие. Вот такое волшебное место. Так что путешествие выходного дня с пользой для души и тела, чтобы повторить экскурсионный маршрут этого видео, очень рекомендую. Ну, конечно, как видите, благоустройство этого родника хромает, скажем так, дипломатично. Но интересное место популярное. Есть здесь неподалеку по пути в Гродно еще один родник, но он уже находится на территории напротив военной части, и я не думаю, что там можно было снимать, поэтому уже не снимала. Так что вот такое путешествие у нас с вами получилось.
Если видео понравилось, ставьте лайк, пишите свои комментарии, может быть связанные с родниками или посещением этих мест. Уверена, гродненцам есть что рассказать про литовскую границу, родники, Друзгинка и так далее. Подписывайтесь на мой канал и на Инстаграм, там я публикую анонсы будущих проектов. Ну а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока!